Всем привет! Сегодня делюсь двумя праздничными идеями. Они особенно хороши к Новому году. Это шикарный салат, черная жемчужина и брускетты с красной икрой. И есть один маленький секрет, который делает брускетты особенно необыкновенными. Смотрите дальше. Ну а мы начинаем. Подробная инструкция и точные ингредиенты находятся, как всегда, под этим видео. Сначала пошаговое оформление салата «Черная жемчужина» на большом блюде диаметром 35 см. Беру небольшую мисочку и ставлю ее в центр блюда. Она поможет сформировать красивый венок. Теперь обкладываю вокруг мисочки листья салата, сверху выкладываю свежую рукколу. Далее очищаю небольшие мандарины, нарезаю их поперек, так, как показано на видео. Готовлю соус. Смешиваю оливковое масло, соевый соус, соль, паприку, сок лимона, обычную дижонскую горчицу и немного меда. Все тщательно вымешиваю, соус готов. Теперь готовлю главный акцент нашего салата – черные жемчужины. Именно они дают салату вау-эффект, яркий контраст и необычную подачу. Шарики моцареллы обмакиваю в слегка подсушенный черный кунжут. Сыр должен быть влажным, чтобы кунжут хорошо прилипал и ложился ровным слоем. Делаю побольше черных жемчужин. Немного шариков оставляю белыми. Немного поливаю зелень подготовленным соусом. Выкладываю мандарины. Они смотрятся очень красиво. Затем добавляю несколько помидоров черри, разрезанных пополам. Сворачиваю кусочки сыровяленого мяса, у меня копа. Аккуратно выкладываю мясо на салат, формируя красивый рельеф. Бережно убираю мисочку из середины салата. Выглядит уже нарядно, по-новогоднему. Поливаю оставшимся соусом. Затем выкладываю шарики моцареллы, сначала черные жемчужины, распределяя их равномерно по салату. Затем белые для контраста. Далее добавляю половинки обжаренных фисташек. Они красиво украшают салат. В завершение кладу в центр несколько веточек розмарина.
Они придают праздничный вид. Наш салат «Черная жемчужина» готов. Он уже впечатляет. Свежие мандарины, руккола и черные жемчужины делают его настоящей праздничной звездой. А теперь добавим еще одно блюдо – брускетты с красной икрой. Багет нарезаем не тонко и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. И вот такой неожиданный сюрприз. Багет из двух видов муки, светлой и темной, смотрится необычно. При помощи рюмочки или соусника делаю углубление в середине каждого кусочка, слегка прижимая. Получается выемка, как на видео. Готовлю соус из оливкового масла и любимых специй. У меня сухой чеснок, копченая паприка и щепотка соли. Смазываю кисточкой каждый кусочек. Отправляю в заранее разогретую духовку до 200 градусов Цельсия на 6-7 минут. Это нужно, чтобы брускетты стали хрустящими. Готовлю начинку. Соединяю творожный сыр, майонез, зубчик чеснока. Авокадо. И красную рыбу. Все перемешиваю, начинка готова. Аккуратно наполняю начинкой каждый кусочек багета, распределяя равномерно. Выкладываю брускетты на доску. И щедро украшаю красной икрой. Выглядит очень нарядно и празднично. Украшаю веточками розмарина. Вот такие брускетты. Красивые, хрустящие и очень вкусные. А вместе с салатом «Черная жемчужина» стол выглядит просто волшебно. Что вы думаете о такой идее новогоднего меню? Делитесь в комментариях, подписывайтесь и не пропускайте новые рецепты. Пусть ваши праздники будут яркими, вкусными и радостными. До встречи, друзья!